Вам 35 или 40 лет, и вы чувствуете, как вы опоздали на поезд под названием «богатство». А в интернете все вокруг говорят, что нужно было начать инвестировать в 18. У меня не было плана в мои 20 лет, но у меня он есть сейчас, в мои 36. И я поняла, что надеяться на государственную пенсию – это все равно, что надеяться на авось. Это заведомо проигрышная стратегия. Сегодня с вами я хочу поделиться 6 лайфхаками по финансовой перезагрузке, когда времени меньше, но мозгов побольше. Если вы на этом канале впервые, меня зовут Оксана, я делюсь своими экспериментами с инвестициями, с AI. Я не финансовый гуру, я просто системный человек, который любит цифры. Мой лайфхак номер 1 – это принять реальную точку старта и сесть и посчитать честно, вот просто без домыслов. Вот реальные цифры взяли из банковской карточки, выгрузили в табличку, сели, посчитаю, сколько я зарабатываю, сколько я трачу, сколько я могу откладывать или уже откладываю, могу ли я оптимизировать эту цифру. Лайфхак номер 2, к которому я пришла. Нужно использовать свои активы, а не искать себя постоянно, какую-то новую личность. Уже к такому возрасту есть некое понимание, что у тебя получается, что нет, и нужно использовать эти сильные качества, которые ты знаешь, что уже хорошо тебе даются, и усиливать их. И лучшая стратегия — не пытаться перескочить с одного навыка на другой, а усиливать то, что уже есть, то есть расширять этот навык вширь, посмотреть, как его можно улучшить. И что еще поняла, очень важна дисциплина. Не нужно срочно менять жизнь, а нужно по капельке, шаг за шагом делать то, что ты делаешь, и усиливать это. Это самая лучшая стратегия, идеальная в идеальном мире, которая приведет вас к лучшему будущему. Мы не начинаем жить заново, мы усиливаем то, что уже работает. Главное найти эти точки. Сядьте, поговорите с собой и поймите, что работает, что нет, что вам нравится, что нет, а действительно ли вам это не нравится, или вам не нравится, возможно, окружение, в котором вы что-то делаете. Пункт номер 3. Усилить свой доход. Это тоже пересекается с предыдущим пунктом, но важно трезво оценить. Я сейчас получаю денег X. Могу ли я получать больше? Что мне для этого нужно? Могу ли я получить какую-то экспертизу в рамках этого навыка, не знаю, какой-то сертификат получить или новый инструмент выучить? Примеры жизни. Я работаю инженером, например. У меня зарплата X. У меня есть начальник, который получает, допустим, в 2 раза больше, чем я. Сравнить себя, почему этот человек получает больше, чем я, и трезво оценить свои навыки, понять, что можно улучшить. Всегда есть какая-то матрица навыков, экспертизы, которую можно улучшить. И чаще всего платят людям за то, что они делают. Если ты начинаешь делать больше или лучше, или знаешь лайфхак, как перепрыгнуть дальше, это и приносит деньги. К этому возрасту уже часто это становится понятно. И задача, если хотите в найме в текущем месте начать получать больше, нужно в навыках приобрести больше или поискать на рынке, где платят больше за то же самое, что вы делаете. Все просто. Немножко освежить, потрясти себя текущее состояние и подумать, что можно сделать, чтобы получать больше. Также можно подумать, могу ли я выйти на международный рынок. Часто мы застреваем в своей стране. Понятно, что для этого нужно английский чаще всего. В этот же самый пункт включу, если вдруг вы не в найме и хотите открыть свое дело, нужно подумать, что я умею, чего не умеют другие, чтобы начать какой-то свой бизнес. Зачастую это может быть просто консультирование. Вы настолько часто опытны в своей сфере, но этого не замечаете. Вы можете продавать свою экспертность как коуч, как консультант, как просто внештатный сотрудник. Часто это оплачивается сильно лучше, чем найм. Мой любимый пункт, 4, это перестать верить в волшебство и волшебные таблетки, что что-то можно получить за 5 минут, ничего не делая. Чаще всего, когда обещают какое-то быстрое богатство, быструю прибыль, не прилагая никаких усилий, это не работает. Мой любимый пример с криптовалютой, где обещают, что ты просто войдешь быстро в этот рынок, и у тебя появятся какие-то невообразимые богатства, и что ты там быстро заработаешь.
Или классная тема с курсами, когда продают курс, который научит вас быть миллионером. Но если бы все было так просто, то все бы мы были миллионерами. Пункт номер 5 – это регулярность и постоянный расчет. Мы с вами посчитали в первом пункте, сколько денег я имею, сколько я экономлю, сколько я откладываю. Нужно сесть и посчитать. Если я регулярно буду делать что-то сейчас, какой эффект я получу через 5, 10, 20 лет? На цифрах, да, например, у меня есть видео, где я рассказываю о том, как я планирую выйти на пассивный доход, сколько нужно, чтобы жить на пассивный доход. У меня есть расчет про $1000 в месяц. Сколько для этого нужно? Ссылочка будет здесь. Сейчас кратко здесь расскажу. Я использую формулу 4%, которая позволяет жить, вытаскивая из портфеля по 4% в год. И таким образом, чтобы жить на $1000 в месяц, нужно иметь капитал $300 000, чтобы на него жить. То есть нужно сесть и посчитать, сколько я откладываю, к чему это меня приведет, какой процент накопительный я получу и какая сумма у меня выйдет в итоге. Когда мы ставим себе цели, важно оставить себе цели объективно достижимые, имея уже некие активы сейчас. То есть вы понимаете, я имею денег столько-то сегодня, не знаю, откладываю $100 в месяц. Вот сядьте, посчитайте, сколько откладывая $100 в месяц, вы получите через год, через 2, через 3. И нужно поставить себе задачу, если я хочу получить через 10 лет $300 000, я должен откладывать вот эту сумму. И подумайте, а хватает ли мне, а реально ли вообще эта цель? То есть цель должна быть объективной, измеряемой, и вы должны понимать четко, не выдумываю ли это я. И важно, что сейчас в таком возрасте я уже могу планировать долгосрочно. Я уже плюс-минус понимаю, да, сколько времени у меня есть, какие деньги я зарабатываю. И это позволяет выработать дисциплину и четко померить доход, расход. Пункт номер 6. Лично от меня, мой маленький лайфхак. Сейчас сами видите, что технологии вырываются вперед. Я очень активно использую AI. Конкретно в моем случае я использую и ChatGPT, и Gemini, и вот сейчас хочу попробовать, сейчас вышла новая технология Claude. Даже если вы не понимаете, как работает инвестиционный рынок, как устроено что-то, как посчитать, и могут объяснить это просто за 2 минуты, какую-то простую базу. Это первое. Во-первых, помогают они с объяснением. Второе, можно использовать ИИ как ассистента. Если вы понимаете, что вам нужна помощь в чем-то, вам не нужно сейчас нанимать человека за деньги, который рутинную работу возьмет на себя. Сейчас АИшка очень сильно много помогает. Как в финансах, как в жизни, как вообще в чем угодно. Даже посчитать там, вот что я, например, использую, я считаю свои затраты в месяц, отдаю AI, он просто считает, а я потратила на это буквально минуту, выгрузив выписку из банка и закинула туда. И AI также мне помогает с инвестированием. Вы сами знаете, вот здесь будет ссылка на ролик, как я начала инвестировать с AI. Дальше потом я еще, может быть, расскажу, как я, в принципе, пришла к инвестированию. И вывод из всего этого, что в таком возрасте, если вы плюс-минус такого же возраста, как и я, меня сложнее обмануть. Сейчас я не верю в сказки, у меня есть свой жизненный опыт, я не доверяю уже гуру из интернета, у меня выше доход, я делаю меньше импульсивных решений, поэтому к чему это все? Конечно, было бы лучше, если бы я начала задумываться о своей жизни в 18, но камон, в 18 мы не все такие умные, чтобы сразу думать далеко на перспективу вперед. Поэтому в 35 не значит поздно. В 35 есть некий опыт, который даст возможность перепрыгнуть с себя 18-летнего. У меня сейчас просто чуть меньше времени, но больше ясности и структуры, и понимания. Поэтому я надеюсь, что мой жизненный опыт поможет мне в этом, поможет мне сформировать мой капитал и выйти на свою цель в пассивном доходе, преувеличить свои деньги и выйти на достойную пенсию раньше, чем это запланировано государством. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой размышлятельный формат, как вы распоряжаетесь своими деньгами, есть ли у вас план на пенсию, инвестируете ли вы уже, делитесь, будет интересно, познакомьтесь с своей аудиторией, мы растем. Если у вас есть какие-то тоже пожелания по формату или что вы хотите узнать, пишите в комментариях. Я все читаю. Все. Спасибо, что посмотрели. Пишите. Рада всем. Пока.